Между Индийским, Тихим и Южным океанами красуется Австралия. Там лето длится с декабря по февраль, а зима с июня по август. Там ночью самое известное созвездие – Южный Крест. В Австралии обитают животные, которых не встретишь на других континентах. Среди них есть птица-хохотун кукабарра. Песня кукабары никого не оставит равнодушным. От нее будет или безумно весело, или мистически страшно. А теперь слушаем. Кукабару часто называют австралийским петушком, потому что каждое утро ее песня будит народ перед восходом солнца. И каждый вечер на закате кукабарра поет свою хохочущую колыбельную. Тогда австралийский лес словно наполняется зловещими духами и призраками. Очень удивляет тот факт, что кукабары вообще не боятся человека. Птица проявляет любопытство. И сама может залететь в дом, исследовать его на предмет пропитания. Без страха залезет в рюкзак, даст себя погладить и сядет на руку. Кукабары быстро запоминают людей, которые их кормят, и прилетают к ним в гости целым семейством. Кукабара – настоящий хищник. Ящерки, лягушки, мышки, улитки, рачки, насекомые – это постоянные объекты ее охоты. Но более всего поражает охота кукабары на змей. Стоит упомянуть, что Австралия – настоящее царство змей. Из 25 самых ядовитых змей в мире 20 видов обитает в Австралии. А всего насчитывается более 130 видов змей на этом южном континенте. Ежегодно тысячи австралийцев вызывают змеелова, чтобы убрать змею из дома, из машины, из офиса. Поймать змею может только специально обученный человек. И представьте, эта небольшая птаха размером с ворону с азартом охотится на змей. У нее отработана тактика. С воинственным кличем кукабара бросается на змею и хватает ее клювом чуть ниже головы, чтобы змея не могла укусить. Затем, размахивая головой и не разжимая клюв, охотница бьет змею об камни или об ветки. Если змея крупная, то кукабара взлетает со змеей вверх и бросает ее вниз. Вновь подлетает, хватает змею и опять кидает вниз, пока не добьет.
Надо сказать, что клюв у кукабары не слабый, лопатообразный, с мощной хваткой, так, что добыча не вырвется. Австралийские фермеры весьма уважают эту птицу за то, что она спасает их от змей, и даже прощает кукабаре воровство цыплят. Местные аборигены издревле считают кукабару божественной. По легенде, Бог, создавший солнце, отправил птицу возвестить об этом людям. Считалось, что если однажды кукабара не захохочет утром, то и солнце не встанет. Детей учили не обижать птицу, иначе вырастут кривые зубы. Кукабара входит в семейство зимородковых из 114 видов. В северном полушарии обитает обыкновенный зимородок. В отличие от южного родича кукабары, северный зимородок обустраивает гнезда в земляных норах и охотится за рыбкой, стремглав ныряя в воду. Кукабара же крупнее размером. Гнезда строят высоко на деревьях, в дупле, в расщелине или в брошенном термитном гнезде. Рыбачить она не любит, охотится на суше. Внешне явно просматривается сходство семейства, только клюв у кукабары более широкий. В австралийском регионе обитает 5 видов кукабары: смеющаяся кукабара, краснобрюхая, синекрылая, аруанская и лягушкоротый зимородок. Кукабары создают пару на всю жизнь. При них стайкой несколько лет держатся ранее рожденные птенцы. Иногда к семейке прибиваются кукабары, не нашедшие пару. 2-4 птенца рождаются дважды в год. Обычно птенцы вылупляются по очереди. Но если не повезет, и они проклюнутся из яиц одновременно, то в гнезде начинается сражение, в котором остается один сильнейший птенец. Выхаживать новорожденных непросто, и помогают в этом все члены семьи. По очереди согревают и кормят птенцов, одновременно обучаются для своей будущей пары. Взрослые птицы за добычей охотятся вместе, потом дерутся и ругаются при дележке порций. А затем спокойно мирятся. Песня кукабары служит для обозначения своей территории и ярко проявляется в брачный период. Песня начинается как бы с разгона, а потом превращается в дикий хохот. И стоит заголосить одной птице, как ей вторят собратья по хоровому пению. И тогда вся округа, часто вместе с туристами и местными жителями, тоже смеется. В сумерки туристы побаиваются этих звуков, но местные придумали для них примету: услышал кукабару, значит, будет удача, и многие верят в это. Кукабары живут в среднем 20 лет в дикой природе. Хорошо адаптируются в зоопарках по всему миру.
Одна птичка прожила в зоопарке до 50 лет. Врагов у кукабары немного. Это более крупные хищные птицы и бродячие собаки. Редко, но бывает, в гнездо заползает змея. Ощутимый урон птицы испытывают от вырубки лесов и браконьерской охоты. Птиц активно покупают во всех зоопарках. В Австралии охота на кукабару запрещена, как и вывоз птицы с материка. Культ уникальной птицы одобряется в Австралии, Новой Гвинее и Тасмании с древности по сей день. Вещание австралийского радио каждое утро начинается с хохочущей песни этой птицы. Сначала звучат позывные станции, затем шум моря и далее заливистый кукабарский хохот. Более 30 лет ежегодно выпускается новая коллекционная монета с изображением кукабары. В 2000 году кукабара была одним из 3 талисманов Олимпиады в Сиднее. Вот она, кукабара Олли. Имя создано сокращенно от слова «Олимпиада». Чашки, футболки, игрушки с кукабарой заслуженно отдают честь этой голосистой птичке. Голос кукабары иногда вставляют в сериалы о джунглях Америки и Африки для придания мистичности. Но это неверно, потому что ее душераздирающий хохот звучит только в австралийском регионе.